Друзья, всем доброго времени суток. Мне наконец-то начали возить дрова, которые я заказала. Вот уже третий грузовик дров я заказала. Ну как грузовик, на видео вы видите, что трактор привез мне в ковше партию дров. Дело в том, что у нас были большие снегопады, и водитель боится, что грузовик с дровами застрянет, пока будет везти их ко мне. Поэтому мы решили возить вот так вот ковшами. И всего 9 ковшей мне привезут. Это получится ровно 6 кубов дров. Не знаю, насколько мне их еще хватит, но надеюсь, что до весны должно хватить. Эти дрова я буду постепенно носить в дом и сушить возле печки, чтобы они хорошо растапливали печь. Кстати, дрова очень хорошие, березовые, такие огромные толстые поленья, достаточно тяжелые. Не сравнить с теми, которые мне возили в предыдущих партиях. Вот, вчера был сильный снегопад с дождем. Я укрывала их пленкой. Вот, слава богу, они у меня теперь, не мокрые, скажем так. Сегодня те полежки, которые были снаружи, прикрывали эту пленку, да, прижимали, они просто все покрылись глазурью ледяной. Я их уже в дом занесла. Вот, сейчас ношу вот эти вот, которые под пленкой. Складываю возле печки, пусть сушится. Ну, а сегодня у нас вот такой вот солнечный денечек. Очень ветрено, просто невероятный ветер. Вот, открыл ворота. Жду, когда мне сегодня еще привезут пару ковшей трактором. Возят дрова мне местные трактором. Так удобнее и заезжать сюда ко мне, и вообще просто. Вот. Ну что, пойду дальше собирать потихоньку. Чем больше занесу в дом, тем больше высохнут, тем легче потом топить будет. Однако на момент съемки этого видео я еще не догадывалась, какой же снегопадище ждет меня еще впереди. Вот здесь я приехала в районный центр покупать продукты в магазин. И попала вот в такую пургу, можно сказать, метель. Пытаюсь вот здесь ее снять, показать вам, насколько же сильный был снегопад. Был очень сильный снег с дождем, можно сказать, да. На обратном пути в такси я как раз попала в такую метель. Было достаточно жутковато ехать, конечно. Ну что ж поделать, до дома нужно было как-то доехать. Но зато я купила все необходимые продукты, которые были мне нужны. Посмотрите, какой был ночью сильный ледяной ветер со снегом. Ветер с дождем и снегом, точнее. Видите, сайдинг у меня весь покрылся льдом просто вот с этой стороны. Просто в карамельной глазури весь. И окна. Вот, сейчас посмотрите, окна какие. Ну, это корка льда, которую я даже отколупать не могу. Вот. Вот, смотрите. Ветер дул прямо на мой дом. Вот с той стороны дул ветер прямо на мой дом. Вот в эту сторону был, сильные порывы были. И вот так вот он заглазурировался. Пряничный домик, короче, у меня. Ой, и сосулечки вот там. Ну, а погода просто песня сегодня. Такие тонкие намеки на весну. Хотя еще середина января пока что. Ну, в феврале уже будет такое солнышко более весеннее. Всем доброе утро. Вышла я, значит, покормить птиц. Смотрите, что у меня на пороге. Пыталась выпустить Васю. Он не захотел идти на улицу. Сразу забежал в дом. И посмотрите, что происходит.
Посмотрите, какие горы снега нам намело за 2 суток буквально. Посмотрите, что стало с моей елочкой. Ее уже почти не видно. Вот это вот мои дрова. Вот этот холмик — это мои дрова. Так, ну что ж, идем кормить птиц. Они уже вон меня ждут. Сейчас, ребята, сейчас я вас накормлю. Подождите минуточку. Офигеть, я вышла в тапках своих уличных. Смотрите. Ну, хотя бы не по щиколотку. В тапках можно выбраться. Хотя вон там сейчас нужно дойти до туда. Посмотрите, как у меня дом. Крышу как замело. Ёкарный бабай. Вот вчера я вот эту дорожку чистила. А что чистила, что не чистила. Вот такая вот у нас история. Сейчас попробую птиц покормить. Они вон уже ждут меня. Кстати, наконец-то мне удалось заснять снегирей в кормушке. Вот посмотрите, он здесь уселся и пытается оккупировать всю кормушку семечками. И часто я замечаю, как они воюют с синицами за корм. Но также в мою кормушку прилетают и другие птички, помимо снегирей, синиц. К сожалению, я не знаю их названия, но очень интересно наблюдать, какие виды птиц у меня живут в саду. У каждого вида свои повадки, свои какие-то особый вид прикармливания. То есть кто-то садится в кормушку и начинает там есть и отпугивать остальных. Кто-то берет только по одной семечке и улетает. Кто-то набирает полный клюв этих семечек, сколько может унести, и улетает. Ну, в общем, очень интересно за ними наблюдать. Приятно, когда завтракаешь, смотреть. Сейчас приезжал курьер с Wildberries, привез мне то, что я заказывала. Смотрите, какие у нас сугробы. Я вышла курьера встретить. Посмотрите. Обалдеть. Просто холмы и вершины снежные. Ой, сейчас возьму санки, чтобы довести все вот это до дома. Пойду за санками. Погребла немного лопатой я. Смотрите, какое у меня здесь царство снежной королевы теперь. Сейчас. Вот. Смотрите. Жух, жух. Обалдеть, да? Какие... У меня почти с высотой забор сугробы получились. Вот здесь и вот здесь. Вот я догребла до дров, потому что мне еще одну партию должны привезти. А вон там баня, до которой мне нужно еще докопаться. Но на сегодня у меня сил уже нету. Вот. Там вообще сравняла все дорожки. Вообще. А здесь я вот тут разгребла. Тут, по крайней мере, к крыльцу можно пройти. И дровишки таскать вот из этой кучи. Вот так вот у меня теперь. Вот такие дела. Хочу показать, как я сплю. Вот у нас тут лежбище котиков. Вот это вот Кнопочка. Кноп, покажись. Кнопа. Это мама Буся. Это Масечка. Вот что мои шлетки. Это Белочка у нас тут спит. Это тетя Триша. Триша. Кс-кс-кс. Вот так вот мы спим. Да, коты. Спим так. Спим, поспим. Друзья, всем своим котейкам я выбираю лучшие товары в интернет-магазине «Четыре лапы». В этом магазине вы найдете более 25 тысяч товаров для животных. Так вот, если вы пройдете по ссылке, которую я оставлю под этим видео, и сделаете заказ для своих питомцев, используя мой промокод со скидкой 16% на первый заказ и 7% на последующие заказы, то будет польза и вам, и моим котейкам.
потому что на денежки от этой рекламы я куплю им корма. Мой промокод вы также можете найти под этим видео и в закрепленном комментарии. Ну а мы с котятами будем вам очень-очень благодарны за такую покупку, потому что и нам тоже перепадет корма. Спасибо. С наступлением морозов Вася очень редко стал выходить на улицу. Теперь он в основном сидит дома или греется на печке. Иногда мне даже с усилием приходится его выводить на улицу, чтобы он сходил по своим делам. Похоже, зима Васе не пришлась по душе совсем. Вот здесь он улегся на печку и теперь постоянно на ней греется. Ну а котят я тоже очень часто стала заставать на печке. Ой, сладкие. Вы тут заснули, да? Ты боже мой. Белёныш. Ты тут спишь? Ты с кем это? Ты мой хороший. Кстати, а вы знали, что мурчание кошки близко по частотам к ультразвуку, который используют в лечении различных заболеваний? Особая частота мурчания кошки лежит в диапазоне от 20 до 50 Гц. Эта частота стимулирует в теле регенеративные процессы. Получается, что мурчание кошки способствует хорошему сращиванию костей, а также заживлению ран. Сегодня у нас на улице очень солнечно. Смотрите, как солнечно. Небольшой морозец стоит, ну как небольшой, где-то минус 15 градусов. Вот. И я сейчас иду, значит, снимать, показывать вам баню. Очень много людей меня просили показать обзор бани, как у меня устроена баня и так далее. Кто-то интересуется. Вот. Пока иду до бани, хочу одной интересной мыслью с вами поделиться. Значит, ну я, как всегда, иногда читаю комментарии, иногда выцепляю оттуда какие-то интересные вещи, да? Комментарии к моим видео имею в виду. Кстати, тут кто-то меня спрашивал: Наташа, почему ты не засыпаешь фундамент снегом? Вот он, видите, засыпанный весь. Было тут время, он таял. И, ну, снег таял, было время. И приходилось его заново засыпать, короче. Так вот, мысль, с которой хочу поделиться, да? Тут я нашла комментарий, наткнулась на один из комментариев, там человек пишет: вот, раньше таких людей, как ты, называли блаженными, а теперь такие люди типа стали блогерами, и ими кто-то восхищается. Ну, в общем, там такой какой-то язвительный был комментарий в целях, я понимаю, что человек хотел меня как-то задеть, чем-то там это принизить, как-то за мой счет свое эго потешить, я не знаю, ну, в общем, ну, много бывает таких комментариев. Почему меня зацепило именно это, да, про блаженную? Мне стало интересно, вот это слово блаженное. Так вот, почему меня зацепило это слово блаженное, да? Мне прям стало интересно. Думаю, ну почему человек этим словом меня пытается как-то оскорбить или унизить, или что? Вот. Дело в том, что в обиходе, да, в бытовом понимании словом блаженное привыкли называть людей каких-то таких, знаете, отлетевших от этой реальной жизни, каких-то далеких от жизни земной, да, каких-то немножечко не в себе и так далее. Вот. Не задумываются люди совсем о смысле, изначальном смысле этого слова блаженное, да. Я прям даже поинтересовалась. Я залезла в Википедию, значит, и посмотрела значение слова блаженное. Оказывается, в переводе с латинского слово блаженное, слово блаженный — это счастливый. Я такая: опа,
человек вроде бы как-то хотел потешить свое самолюбие за мой счет, но волей-неволей как-то обозначил, признал статус моего блога, да. У меня блог называется «Счастлива в деревне», да. И очень много людей пишут, что мой блог кого-то вдохновляет, радует, кого-то там успокаивает, там мой голос, кому-то нравится чисто как релаксировать под мои видео. В общем, по сути, человек хотел оскорбить, а волей-неволей оправдал название моего блога. Вот этим словом блаженное, да? Вот сейчас хожу, смотрю, здесь так много следов зайцев, друзья мои. Ну, в общем, сейчас я договорю, да, и покажу вам чуть попозже. И вот, значит, волей-неволей человек, значит, обозначил мой статус, признал мой статус, то, что я действительно счастлива, блаженная, значит, действительно счастливая. Потом, если говорить о православии, да, если о религиозных каких-то вещах, то словом блаженная в православии называют тех людей, которые каких-то святых, которые благочестивые, которые очень чистые, светлые. Ну, блаженные от слова блаженство, да? Блаженствовать. Ну и вот, получается, что человек как бы хотел меня оскорбить, но невольно назвал меня счастливой и в то же время благочестивой, светлой. Там. Ну, в общем, дорогие хейтеры, я к вам обращаюсь сейчас. Если вы хотите меня как-то поддеть, что-то оскорбить или еще что-то, пожалуйста, выбирайте слова. Потому что получается как-то немножко двухсмысленно, да? Если уж вы как-то хотите меня задеть, где-то чем-то обидеть, то, наверное, нужно задуматься о смысле слов, которые вы пишете. Зайдите в Википедию, посмотрите значение слова, а уже потом пишите, что и как. Вот. Ну, давайте я сейчас вам покажу следы зайцев. Видите лапки? Вон там, вон под елочку, туда вот они ведут. А еще я хочу показать вам судьбу соли для косуль. Видите, вот тут веревочка была, значит, вот эта соль привязана на веревочку к дереву. Но, видимо, тут была оттепель, она растаяла. И вот упала. Ну ладно, пускай лежит на земле. Вот тут початок кукурузы остался. Ну, вроде пока никаких я больше не вижу следов. Хотя, слушайте, мне так хочется выйти за границы участка, вон туда. К сожалению, сейчас не нахожу времени, чтобы вот выйти, посмотреть за пределами участка, побродить в сугробах, откуда ведут следы, которые ведут к моему участку. Границы моего участка. Ну, там очень интересно, я хочу сказать. Тут очень много, видите, какие следы, даже вон вереницей тянутся. Так интересно посмотреть. Может быть, со временем когда-нибудь куплю лыжи и буду ездить тут по округе зимой и рассматривать следы разных животных. Но сейчас пока вот так. Вот. Сейчас еще. Вот смотрите, вот еще следы зайца. Смотрите. И сейчас еще покажу. Сейчас мы с вами дойдем туда. Вот, смотрите, еще следы зайца. Видите, у них 4 лапки. И они как бы вот в кучке. Раз. И поскакал зайка туда. Вот, я думаю, их морковкой, что ли, угостить. Хотя я уже огрызки морковки накидала. Но они как-то здесь... Участок у меня, конечно, бегают. Они, наверное, ищут или яблоки, или старую картошку. Я не знаю, что там. Кору у деревьев они едят. Ну, что-то такое. В общем... Вот такое интересное значение слова
блаженный, блаженная. Короче, я блаженная, друзья, да, я не спорю. Блаженная, счастливая, светлая, немножко, да, оторванная от реальности. Хотя я бы так не сказала, потому что я бы не смогла купить этот дом и жить в нем, если была совсем отлетевшей и оторванная от реальности. Потому что здесь только таких, знаете, бытовых дел, которые приземляют, скажем так, к реальной жизни. Вот. Ну, в общем, я пришла к бане. Сейчас буду вам ее показывать. Ну, в общем, смотрите, вот так вот моя банька выглядит. Я сразу оговорюсь, она старенькая. Там в ней много что нужно ремонтировать. Вот. Но, тем не менее, эта банька есть. И я рада, что она есть. Вот, значит, мы входим в предбанник. Вот такой вот предбанник у меня в бане. Вот здесь, значит, электрик мне сделал все путем, всю электрику. Все развел, розетки, выключатели. Аккуратненько все сделал. Вот так вот. Это обязательной процедурой было, когда я заехала в этот дом. Вот здесь стекло, смотрите, как красиво украшено морозом. Вот здесь стекло. Ну, конечно, здесь все нужно ремонтировать со временем. Здесь у меня также стоит этот огнетушитель. Обязательное мероприятие в таких вот, ну, для безопасности. Здесь вот полочка. Иногда здесь я складываю на нее хворост или дрова, чтобы их не намочило, когда идет дождь. Ну и также ее можно постелить и после бани выходить, полежать, подышать свежим воздухом ей. Кстати, вот здесь электрика, которая вот здесь вот сделана, да. Здесь раньше вообще вот все висело на каком-то старом проводе. Вот это было очень страшно, но вот электрик мне все путем сделал. То есть это не было изначально вариантом. Ну, вот здесь висят дубовые венички, вот, которыми можно париться. Здесь стоит старый столик, старый стульчик. На полу старый ковер. Вот здесь я, кстати, хвороста положила, чтобы он не намок, да, от снега. Тоже им растапливаю печь. Ну, такая, знаете, старенькая все. Ну вот. И давайте пройдем внутрь бани, посмотрим, что здесь, да. Ну, здесь, конечно же, вот у меня котел находится. Здесь печка, буржуйка. Кран вот этот сломанный, который из котла идет, надо его очистить. Старенькая такая буржуйка. Там внутри котел, внутри вода. Вот здесь течет вода в котел. Летом, когда она не замерзла. Вот. Вот здесь у меня вход в парилку. Вот такую вот красивую я повесила вместе с мамой вешалку сюда. Ну, вот парилка, она простая, здесь ничего такого сверхъестественного. Ну, просто лежанка, чтобы лежать. Вот здесь кирпичики, на которые я сбрызгиваю водой. Соляной камень я положила. Морской соль прессованные. Вот здесь вот, конечно же, лавочка, на которой можно мыться, всякие тазики и так далее. Ну и всякое арома масла. Кстати, у меня целая коллекция здесь их. Я их добавляю для того, чтобы попариться. Вот. Ну и шампуни всякие, мочалки, веники и так далее. Ну вот пол в бане у меня... Пол в бане, конечно, оставляет желать лучшего. Здесь щели. Здесь все, скажем так, под уклоном находится. То есть вот туда, в конец бани, все вот наклоняется. То есть, ну, как бы, понятное дело, что баня стоит не на ровной площадке, да, и она немножко проседает, и вот пол тоже надо делать. Все нужно, конечно же, ремонтировать. Ну, вот так вот я показала, да. Вот здесь, кстати, бочка, в ней вода замерзла, я не успела ее слить, нужно сливать. Ну, такая, знаете, обычная деревенская баня. Не особо она какая-то шикарная, скажем так. Сейчас дверь закрою.
Но, тем не менее, знаете, раньше я вообще баню не любила, к слову сказать, до того, как попарилась в этой бане. Она по-белому, да? Сейчас я покажу. Баня у меня по-белому. Сейчас я покажу, у нее вот такой вот, вон, дымоотвод есть, труба. Вон там за мной видно. Вон она. Раньше я вообще не знала, что баня настолько это такое кайфовое мероприятие. Я, знаете, у меня впечатления с детства остались от бабушки. Когда я мылась в бане, она нас с сестрой брала с собой обычно, а бабушка очень любила баню, так, знаете, натопить, прям вот, чтобы прям ядрено было, так, чтобы обжигало. И баня у нас была по-черному. Вот, и мы с сестрой, мы просто задыхались там в этой бане, от этой духоты, там вдохнуть нельзя было. Было очень горячо. И дыма было много внутри, да. В общем, тяжело. Вот у меня такие остались воспоминания из детства от бани по-черному. И я на всю жизнь запомнила, что баня это не очень приятно. Вот. А когда я сюда, значит, приехала, я переехала сюда, да, и попробовала помыться в баньке по-белому. Я просто кайфанула, друзья мои. Я просто открыла для себя новый мир. Я думаю, ну как же так? Я раньше даже и не знала, что так кайфово вообще в бане попариться, что можно расслабиться, что там можно всякими маслами подышать приятными, что дыма никакого нет в белой бане, да, в бане по-белому. Что, ну вообще просто, это оздоровительная процедура. Это не столько, чтобы помыться, да, скорее всего, в бане, да, а скорее всего, чтобы оздоровиться. Вот у меня там на баньке написано, кто парится, тот не старится, да. Ну и правда, очень много шлаков, токсинов выходит, когда паришься, да. И человек очищается действительно и расслабляется, и отдыхает. Вот. У меня сломалась машинка индезит 5-килограммовая. И мне привезли за место нее вот такой Samsung. Она на 6 килограммов, но она тоже бэушная. Как бы я брала не новую. Но я рада, во-первых, она чуть-чуть побольше. У меня туда будут влезать пледы. Я буду стирать. Сегодня я решила затеять стирку своего любимого зимнего костюмчика. Он такой вот светлый, бежевый. Ездила, значит, гулять в город и, конечно же, испачкалась. Вот, смотрите, пятно. Вот. Мой любимый теплый костюмчик молочного цвета. Вот такой вот он изнутри. С начесом тепленький. И он испачкался. Ну, хорошо, что мне привезли машинку стиральную. И я буду его стирать. Еще постираю свою любимую пижамку, которая тоже вон уже затерлась. В прошлый раз я руками стирала. Мне результат очень понравился. А в этот раз я хочу попробовать тем же средством Easy Clean постирать уже в стиральной машинке вещи, которые у меня испачкались. Вот посмотрим, что получится. Здесь вот гель для стирки и пятновыводитель. Сейчас заброшу туда свой любимый бежевый костюмчик, которым я форсю по городу. Вот, и свою пижамку. И посмотрим, как они отстираются. В общем, она как-то здесь очень интересно сделана. Сейчас я попробую выставить программу. Включаем. И поставим на самую простую программу быструю стирку. Сделаем температурный режим 60, пускай будет. И нажмем на кнопку пуск. Ну все, она воду набирает, стирает. Ну, намного лучше, чем у меня была там. Ну и вот, собственно, результат. То пятно, которое у меня было на штанине, оно прекрасно отстиралось при машинной стирке. Ну и ссылку на средства Easy Clean вы, конечно же, найдете под этим видео. Проходите, покупайте.